Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что ни в коем случае нельзя никому рассказывать, даже близким и родным людям. Потому что если вы будете об этом рассказывать, знаете, вы в первую очередь теряете свой достаток, свое благополучие. И в конечном итоге вы можете просто-навсего остаться у разбитого корыта. Надо ли вам это? Точно нет. Поэтому обязательно, друзья, просмотрите это видео от начала до конца и, пожалуйста, сделайте выводы. Да, это очень сложно, потому что есть люди, которые любят посплетничать, порассказывать, но вы должны понимать и то, что вы, в первую очередь, нарушаете потоки энергии в свою жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также, друзья, хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Вы знаете, не всегда нас с вами окружают хорошие люди. И многие из них, даже те, кого мы считаем близкими, родными, порой относятся к нам не с чистым сердцем и открытой душой. А мы из-за своей доброты, отзывчивости и любви к ним этого просто-навсего не замечаем. А они, находясь возле нас, не радуются за наши достижения, успехи и приятные события, а только создают видимость. А в этот момент они испытывают и зависть, и злость. А эти чувства притягивают к нам один негатив. Мы, не подозревая ни о чем, продолжаем приходить к ним с теми ситуациями, которые у нас происходят, а взамен получаем большое количество негатива, которое со временем настолько нас окружает, что начинает разрушать все вокруг, и наша жизнь ни с того ни с сего начинает наполняться неприятными событиями и приобретает темные краски. Зависть – это очень страшное и разрушительное чувство, и его не всегда может контролировать даже человек, который не хочет вам ничего плохого, а злые люди, испытывая это чувство, способны, если ваше защитное поле слабее, чем их, отбирать у вас положительные моменты, такие как счастье, деньги, удача и так далее. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте и не рассказывайте о том, что происходит в вашей жизни. Ведь окружающим вас людям и даже самым близким друзьям не всегда нужно знать, что у вас делается и происходит на данном этапе в жизни, что вы хотите изменить или осуществить. Первое, что нельзя рассказывать о своих доходах, все, что связано с деньгами. Когда вы хвастаетесь деньгами, рассказываете, сколько у вас денег, сколько вы зарабатываете, сколько у вас там на накопительном каком-то счете, сколько вы вложили в недвижимость и так далее, в один прекрасный момент вы имеете такую вот возможность остаться без денег. Ведь в этот момент другой человек, позавидовав вам, просто оттолкнет от вас денежную энергию и поставит этим сильным негативным выбросом между вами блок. И даже много работая и пытаясь что-то изменить, вы не сможете этого сделать, так как вход денежной энергии к вам просто-навсего будет перекрыт. То, что происходит с вашим финансовым положением, должны знать только вы. Если у вас есть деньги, благодарите за это Вселенную и не распространяйтесь, чтобы потом не думать, что делать. Даже когда вы работаете в коллективе, вы также не стоит вам рассказывать и делиться со всеми, сколько у вас зарплата, какие вы получаете бонусы. Да, если вы, например, подписываете ведомость, где все друг друга знают, это одна ситуация. Но когда между хозяином и вами есть договоренность, что никто не знает, сколько денег вы зарабатываете, какие у вас бонусы, премии и так далее, то вы должны держать язык за зубами. Потому что вне зависимости, кто бы вас ни окружал, у людей все равно рано или поздно проявляется такое чувство, как зависть, как злость. Кто-то считает, что вы не должны получать столько денег, что вы их не заслужили. И человек, возможно, просто на энергетическом плане отправляет вам вот такой вот негативный посыл. Возможно, за один раз ничего не произойдет, но вы должны понимать и то, что когда это постепенно, по чуть-чуть накапливается, в один момент это приобретает разрушающий эффект. Нужно ли вам такое?
точно нет. Также, что когда вас спрашивают, сколько вы зарабатываете денег, вне зависимости при этом вы, возможно, даже едете где-то в командировку, путешествуете, и вы познакомились с неизвестными вами людьми, вам задают вопрос, чем вы занимаетесь, сколько вы зарабатываете, не стремитесь об этом рассказывать людям. Вы должны понимать и то, что даже человек, который вас не знает, он просто-навсего может вам позавидовать, потому что, возможно, он меньше зарабатывает или, возможно, даже больше, но ввиду определенных обстоятельств он не может себе позволить, чем, например, что-то вы можете себе больше, потому что у каждого своя ситуация, своя жизнь, свой путь, у кого-то есть какие-то проблемы, ситуации и так далее. Поэтому рассказывая никогда не делитесь. То же касается ваших близких и родных. Очень важно понимать и знать, что о ваших доходах всех должен знать только те люди, с которыми вы проживаете вместе, у кого и у вас есть совместный бюджет. Все остальные можете так, знаете, в общих словах говорить, но не стоит делиться, потому что когда вы делитесь и денежной энергией с другими людьми. Возможно, вы замечали, что с кем-то вы кому-то рассказали, сколько вы заработали денег, например, в этом или в том месяце, сколько у вас получилось, и вы рассказали человеку, потом раз, у вас начинаются постоянно какие-то проблемы, вы никак не можете выйти на нормальный доход, который у вас был до этого момента, а у того человека, с которым вы поделились такой вот ситуацией, казалось бы, человек вас даже похвалил, обрадовался за вас, как вы думаете, но у него наоборот стало намного все лучше, а у вас уже не так. Поэтому думайте о том, с кем вы говорите и что вы говорите. Далее ваши планы. Ваши планы нужно всегда держать в секрете. О них должны знать только ваша семья. Ведь не раз каждый из вас замечал, что стоит только поделиться с кем-то о своих планах, как начинают происходить какие-то непредвиденные ситуации, и получить уже должный результат уже никак не получается. Это происходит потому, что на энергетическом уровне происходит вмешательство в вашу жизнь, и оно приводит к этим изменениям. А если ваши планы вызовут у кого-то желание оказаться на вашем месте в этот момент, то знайте, что это перекроет поступление всех энергий в вашу жизнь. И с таким посылом вы обретете множество неприятных ситуаций, от которых будет потом тяжело избавиться на протяжении долгого времени. Поэтому, если что-то вы надумали делать или менять, делайте это молча. Все, кому нужно, будут увидеть результат рано или поздно, но он уже свершится. Тем самым это не принесет вам вреда, и никто не может вам помешать. Даже бывает так, что вы с кем-то делитесь своими какими-то планами, а потом раз вы видите, что у вас начинает ничего не получаться, прямо как будто что-то рушится. Поэтому не стремитесь делиться, даже с близкими и родными. Ну, например, бывает так, вы в порыве рассказываете о том, что вы в ближайшее время отправляетесь в путешествие ввиду вашего отпуска. И что самое обидное, это путешествие не удается, потому что у вас или украли деньги, или произошла какая-то ситуация, или туристическая фирма обанкротилась и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы такого не было, здесь очень важно осознавать и понимать, что вы будете делать. Поэтому ваш язык может быть вашим врагом. Помните об этом. Далее, ваша семейная, ваша личная жизнь, она должна быть под запретом. Никто не должен ничего о ней знать и уж тем более что-то вам советовать. Это только ваша жизнь, и принимать любые решения в ней вы должны только сами. Есть даже такое выражение: хочешь остаться без семьи, расскажи о ней кому-либо. Ведь советы и рекомендации, которые вам будут озвучивать, могут быть направлены на то, чтобы вы действительно остались без пары, без любимого человека, так как кто-либо захочет отобрать то, что у вас есть. Либо ему будет хорошо, чтобы именно такая не очень позитивная ситуация сложилась у вас в жизни. А еще и то, что вы кого-то близко подпускаете к вашей семье. Это нарушит ее энергетику и принесет вам проблемы, скандалы, выяснение отношений. А если у вас уже имеются проблемы, то это приведет вас к разрыву отношений или, возможно, даже разводу. Поэтому не забывайте, что ваша семья – это ваша крепость в первую очередь, которая должна быть неприступна для других, и вы должны оберегать ее. А то, что у вас на данном этапе в ней происходит,
должно оставаться за ее стенами. Так вы себя обезопасите от сильных проблем, которые исправить не всегда предоставляется возможным. Бывает так, что в семье происходят какие-то неурядицы, какие-то проблемы. И, например, в семье муж и жена в какой-то момент повздорили. И жена начинает рассказывать своим родителям, своим близким, родным и так далее. И потом она мирится, проходит какое-то время, но уже осадок у родителей, у близких людей по отношению к мужу уже остался негативный. И вы знаете, его очень сложно убрать. Поэтому, чтобы такого не было, всегда думайте о том, у вас произошла личная ситуация в семье, то решите сами для себя. Вам стоит, возможно, разойтись на время, возможно, сделать паузу, но не стоит делиться вот всеми моментами своей личной семейной жизни с другими людьми, потому что, да, они могут вам дать какие-то определенные советы, но вы должны понимать и то, что выбор за вами, вне зависимости, он правильный или он неправильный, но это ваша жизнь, и вам принимать решение, что вам делать и как делать. Далее, друзья, никогда не рассказывайте о своих добрых делах, которые вы совершили, то, что вы сделали для кого-то или тем, что помогли какому-то человеку. Вы тем самым запомните, когда вы делаете какие-то добрые дела, не обязательно это должны быть деньги. Бывает так, что вы дали кому-то совет, кому-то помогли в какой-то тяжелой ситуации и так далее. Вы тем самым привлекли к себе сильную положительную энергию. А как только вы начинаете об этом говорить или в этот момент сделали это для того, чтобы вас кто-то похвалил, чтобы вам кто-то вручил грамоту, то вы должны понимать и то, что вы в этот момент сразу оттолкнули вот эту положительную энергию от себя. Поэтому, если вы что-то для кого-то сделали и сделали это от чистого сердца, сразу перестаньте об этом думать. Все ценные поступки всегда совершаются тихо, а поступки, которые озвучиваются, делаются для окружающих людей, для того, чтобы вас похвалили, они не имеют никакой энергетической ценности. Обращаем ваше внимание именно энергетической. Дело в том, что когда вы что-то делаете, вы в первую очередь должны делать это от чистого сердца. И помните о том, что когда вы помогаете людям, это рано или поздно возвращается к вам. При этом не обязательно должно вернуться именно через тех людей, которым вы помогли. Это может вообще быть третьи люди, это могут быть даже незнакомые люди, которые вам могут помочь, что-то подсказать. Поэтому ваша задача – делайте добрые дела, делайте их тихо, не стоит рассказывать. Также учите этому и своих близких и родных вам людей. Как вы видите, это очень простые правила, но соблюдая их в своей жизни, вы сможете действительно обезопасить себя от различного рода неприятностей, уберечь то, что имеете на данном этапе, и обязательно вы сможете добиться того, что вы желаете. Но важно понимать, это произойдет без вмешательства со стороны. Возьмите этот совет за основное правило, если вы хотите что-то обсудить или получить какой-то важный совет, рекомендацию, инструкцию. Приходите с этим к своей семье. С ней можно поговорить на любые темы и о всем том, что происходит именно у вас. Но вреда это вам не принесет уже точно никакого. Обдумывайте все свои поступки и свои действия. Тогда вам не придется ни о чем жалеть и думать, как же потом решать ту или иную сложившуюся ситуацию. Конечно же, бывает так, что у вас нет родителей, у вас нет близких, родных людей, но в вашей жизни есть какой-то человек, которого вы очень сильно уважаете, и вы знаете, что он всегда вам помогает. Да, приходите к нему, но вы должны понимать и то, что вы приходите почему к советам, потому что вы, скорее всего, не имеете какого-то опыта, знаний не хватает вам что-то, вы не знаете, как поступить, но вы должны и приучить себя, и научить себя к тому, что как только вы у кого-то что-то узнаете, какую-то информацию, просите совета и так далее, вы должны это все проанализировать и только после этого принять решение. Помните о том, что именно вы принимаете решение. Да, люди вам с вами делятся своими секретами, своими какими-то наработками, своими какими-то навыками, но вы должны понимать и то, что только вы можете принять свое решение. При этом также обращайте внимание, когда вы принимаете решение, вне зависимости, в
друзья, как в конечном итоге сложится ваша жизнь, судьба по тому или иному вопросу, помните о том, что это ваш жизненный опыт. Плохой он, хороший, неважно. Главное, что вы его прошли. И, возможно, если вы его не усвоили, этот жизненный урок, не сделали определенные выводы, обращаем ваше внимание, что он к вам еще неоднократно вернется. Почему? Потому что очень важно именно высшим силам вас проверять, смотреть, как вы себя будете вести. Помните о том, что в любых ситуациях нужно оставаться человеком. Да, несправедливости очень много в этом мире, но помните о том, что вы не судья, вы не Бог, вы не Всевышний, и вы не сможете разрешить ту или иную ситуацию в рамках Вселенной. Поэтому отпускайте ситуацию, и все равно все рано или поздно станет на круги своя. Помните, пожалуйста, об этом. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также в комментариях поделитесь своим мнением, что вы думаете. Возможно, у вас есть какое-то свое мнение. Нам очень интересно вас услышать. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.